Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Веселых или радостных новостей не очень много, но саркастичных достаточно. Вот на этих фото вы можете наблюдать, сколько у жителей Ростова в данном случае, говорят, что и в Самаре это явление распространяется все шире, но я не проверял, скопилось совершенно ненужных им теперь вещей, как скреп на собаке. И вот благодаря многолетнему нефтедолларовому дождю они теперь избавляются от бесценнейшего антиквариата. Ведь многие предметы быта стоят теперь 100 или даже 300 рублей. А что-то можно обменять на пару долларов. Собрав таким образом несколько сотен дефолтных бумажек, можно легко позволить себе слетать на велике на дачу. Причем сэкономив на туалетной бумаге, ведь если воспользоваться самолетами Аэрофлота, то с бумагой там может возникнуть напряженка. И пассажирам надо как-то аккуратнее и кушать, и пользоваться потом клозетом. Лучше задолго до, чем вовремя. А лучше вообще отказаться от приемов пищи. Русский дух должен же быть калорийным. Именно им многие питаются до сих пор, да? Это реалии русского мира, господа завоеватели. Памперс в помощь хотел сказать, а потом вспомнил, что их же теперь нет в стране вечного скоренастоватия. Ну, не знаю тогда. Вы же не думали впрямь серьезно, что после того, как за 3 дня до Киева доскачете в россияне, все сразу станет распрекрасно? Или думали? Верили, да. Беда, огорчение. Вот кто-то на фоне успехов потернетов решил аккумуляторами разжиться. А чё? Хорошая вещь. В хозяйстве пригодится. Двери в курятник подпирать. Самое то. Вот вы думаете, я снова вру, а ведь со склада Национального центра вертолетостроения имени Миля Икамова пропали и генераторы на общую сумму около 10 миллионов рублей. Такие генераторы могли быть установлены на многоцелевой Ми-38 и вертолет-разведчик К-31, причем еще в марте этого года в рамках инвентаризации Национального центра вертолетостроения Миль Икамов работники службы безопасности центра обнаружили пропажу генераторов, предназначенных для вертолета Ми-38. Генераторы были похищены сотрудниками предприятия, утверждает руководство. Вот у меня тут затык. А как же украинские ДРГ? Где хоть намек на визитку Яроша, я вас спрашиваю? Пропажа оценивается в 9,5 миллионов рублей. Недорого совсем, как по мне. Тут миллиарды долларов вбухиваются ежечасно, а тут какие-то миллионы, да еще и рублей. Правда, Индия хотела приобрести у России 10 вертолетов К-31 общей стоимостью 520 миллионов долларов, но затем приостановила переговоры. Приостановка вызвана опасениями по поводу возможности России выполнить заказ, а также связана с проблемами, связанными с платежными переводами. Зато вот радость-то какая! Министерство финансов США обновило правила и запретило американским инвесторам покупать российские корпоративные или суверенные долги на вторичном рынке. Все! Никакого влияния Америки теперь. Цель достигнута. Наливай. Минфин США заблокировал инвесторам США покупку российского долга на вторичных рынках, что является предварительным запретом на инвестиции в новые выпуски российских государственных и корпоративных долгов. Издания отмечают, что инвесторы узнали о дополнительных ограничениях на торговлю российскими долговыми обязательствами из раздела «Распространенные вопросы» на сайте санкций США. Такое тихое объявление привело к путанице на рынке относительно новых правил. Зато теперь не будет путаницы в вопросах НАТО вблизи России, ибо в НАТО отказались давать гарантии неразмещения ядерного оружия в Финляндии. Размещать или не размещать на своей территории ядерное оружие каждое государство решает суверенно, нагло, прямо на камеры заявил помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран. По его словам, Альянс не может дать гарантии России относительно неразмещения соответствующих вооружений в Финляндии и Швеции, если эти две страны вступят в военный блок. Камий Гран отметил, конечно, что Финляндия и Швеция не стремятся к конфронтации с Россией. Помощник генсека НАТО скептически отреагировал на вопрос о возможной демонстрации силы со стороны России в случае расширения Альянса. Он надеется, что разногласия между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом будут разрешены к саммиту НАТО в Мадриде, который пройдет 28-30 июня. Да и сам Дмитрий Песьков днями заявил, что Финляндия и Швеция никогда не представляли угрозы для России.
Думаю, что подумал он совершенно о другом, особенно в свете недавних заявлений в сторону Украины по тому же поводу. Но тут хошь не хошь запоешь иным голоском, ведь даже вот какие обидные вещи происходят. Созданный для преодоления западных санкций российский механизм платежей в обход традиционных мировых валют оказался неработоспособен. Индия не смогла расплатиться рупиями с конвертацией в российские рубли за поставки удобрений белорусской калийной компании. БКК с декабря находится под американскими санкциями и предложила индийскому клиенту воспользоваться схемой рупия-рубль вместо обычной транзакции в долларах. Индийская компания согласилась, открыла счет в местном отделении Сбербанка и перечислила на него 1,77 миллиарда рупий. Но лишь крайне незначительная часть этих средств была конвертирована в рубли для платежа БКК, а львиная доля зависла в российском банке. Индийские клиенты были удивлены, они не только не смогли провести деньги, но и не получают ответа от Сбера. Письмо было направлено 23 мая, но до сих пор банк продолжает хранить молчание. Лично я не удивлен, там уже некому даже просто ходить на работу, разбежались же почти все. Проблемы у банка, крупнейшего в РФ по размеру активов, возникли из-за санкций, введенных после вторжения в Украину. Платежи в рублях столкнулись со сложностями, поскольку российские банки были отключены от SWIFT, как и обещалось. Без доступа к системе, которая связывает между собой 11 миллионов финансовых институтов по всему миру, обрабатывая миллиарды транзакций в день, с начала марта остались такие великие экономические предприятия-лаптеносцев, как ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Россия, Совкомбанк и ВЭБ. В начале июня в рамках 6-го пакета санкций ЕС от SWIFT были отключены Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк. Из крупных банков с государственным участием лишь Газпромбанк остается полноценным участником SWIFT, обрабатывая платежи за газ, отказаться от которого Евросоюз пока не может. Но в 7-й пакет санкций, работу над которым ЕС начал сразу после 6-го, может быть включен полный SWIFT-бойкот всех без исключения российских банков, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Прекрасно понимая, что нужно спешить, пока не вышло как 100-летная бумага в Аэрофлоте, российские власти уговаривают оставшихся торговых партнеров переходить на оплату в нацвалютах по альтернативным платежным каналам. Но Индия пока не видит смысла торопиться. Индийское правительство, судя по его поведению и некоторым данным, поставило на паузу переход на торговлю в рупиях и рублях и ждет деэскалации ситуации в Украине. Ждут ее и в россияне, только с другого ракурса. Ведь вот какая незадача. Какой-то Люксембург, да кто он вообще такой, заморозил 4,3 миллиарда евро российских активов. Замороженные активы включают в себя депозиты и ценные бумаги более 90 физлиц и 1100 компаний, попавших под санкции. Страны Запада совсем берега потеряли, считают в россияне. Вводят санкции в ответ на полномасштабный 3-дневный блицкриг в Украину, начатый еще 24 февраля. Да о нем забыть уже все должны были. Минфин РФ в марте еще заявил, что было заморожено около 300 миллиардов золотовалютных резервов Центробанка. Евросоюз заморозил активы ЦБ на сумму около 23 миллиардов евро. О блокировке российских активов также сообщали Германия, Италия, Нидерланды, Франция. Ну и чтоб совсем испортить перспективы величия, Европейский парламент в своем докладе о влиянии агрессии РФ на политику безопасности и обороны ЕС рекомендует лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство. Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины, заявил глава Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАлистер. В частности, авторы доклада предлагают следующее мероприятие. Быстрая имплементация стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС, пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках совместной политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности, для оказания надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы.
скорейшее завершение работы над третьей совместной декларацией ЕС-НАТО, пересмотр европейской политики соседства для оценки влияния российской агрессии на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС, активное вовлечение Европарламента в надлежащую имплементацию общей внешней и безопасности политики и общей политики по безопасности и обороне, обеспечение общей политики безопасности и обороны ЕС надлежащими финансовыми ресурсами для повышения ее эффективности и надежности. В то же время в Херсоне пытаются ввести рубли, в Мелитополе скупают за бесценок черешню, в Мариуполе никто ничего восстанавливать не собирается, об этом я выложил короткий ролик в Твиттере, а в Северодонецке ЗСУ дают рашистам крепко по зубам. Сдавать позиции не собираються. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналу Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш вклад в перемогу України.